Атмосфера на брифинге была непринужденная. Возможность задать вопросы была у репортеров разного толка. Всем абсолютно открыто Протасевич ответил. И даже задержался после брифинга на отдельное интервью, где раскрыл еще много интересного из жизни беглых активистов. В частности, об окружении Тихановской, которая в буквальном смысле диктует ей заявление. Об экс-сотруднике польского экстремистского телеграм-канала, который в данный момент вынужден скрываться от польских спецслужб в Латинской Америке. Говорил об условиях содержания и многом другом. И предлагаем вам самим все услышать. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас основания жаловаться на условия содержания, может быть, на обращение с вами? Абсолютно никаких. Я уже заявлял ранее, я готов повторить еще раз, что ко мне относятся исключительно хорошо. Конечно, то есть СИЗО есть СИЗО, но при этом ко мне максимально уважительное отношение. Также там на фоне всех слухов, которые там плодились о моем состоянии здоровья, меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили, я скажу больше, мне уже даже предложили вакцинироваться спутником ВИ. Вот. Я думаю, что я даже это сделаю в ближайшее время. Поэтому никаких нареканий на условия содержания, на отношения ко мне нет абсолютно. Скажите, пожалуйста, инициатором вашего сотрудничества со следствием выступили вы сами или все-таки само следствие? Кто был? Ну, знаете, наверное, странно было бы, если бы следствие инициировало бы сотрудничество. Нет, это был мой взвешенный поступок, это было мое решение. Я его придерживаюсь с самого начала и продолжаю придерживаться. Вариант уточнения. Все-таки было досудебное соглашение или не было досудебного соглашения? Знаете, это материалы дела, я, к сожалению, не могу это разглашать. Роман, подскажите, долго писали о том, что к вам не допускали адвоката. Можете пояснить, какой день вас все-таки удалось вам встретиться и почему так долго не допускали? Знаете, я, честно говоря, не помню, в какой именно день я встретился, но, опять же, я могу заверить о том, что все следственные действия проходят исключительно с присутствием моего защитника. И никаких нареканий там на недопуск или там на то, что мне не предоставляют защиту, у меня нет. То есть, действительно, когда мне адвокат нужен, это во время следственных действий, тогда он и приходит. В остальном мне, честно скажу, даже рассказать нечего, просто сам адвокат. Со мной все хорошо, со мной все в порядке. Обсуждалась ли возможность вашей встречи с родителями, например? Нет. Нет. Ваши родители заявляли о том, что вы перенесли тяжелое какое-то заболевание, связанное с горло там. У меня хроническая ангина, господа. Ничего серьезного. Просто у меня, я 3-4 раза в год могу болеть ангиной. Все. Никаких серьезных заболеваний у меня нет. Хотя еще недавно госпожа Фишер очень много и тепло о вас говорила, и такой вы хороший человек, такой великолепный. У вас действительно такие близкие доверительные отношения, вы так хорошо друг друга знаете. Что госпожа Фишер заявляла? Мне просто интересно, потому она что... пела вам дифирамбы, какой вы человек, как она прекрасно к вам относится. То есть, там много было всего. Ну, знаете, я ее лично видел 2 раза. Первый раз, когда снимал ее встречу с Тихановской на кладбище, где похоронены повстанцы Калиновского. Второй раз я 1,5 часа прождал ее под дверью, чтобы снять 3-минутный ролик, короткий комментарий для телеграм-канала, который возглавлял «Беларусь головного мозга». Вы, в принципе, можете открыть этот телеграм-канал и найти это видео с Джулией Фишер. Общение наше длилось 3 или 4 минуты, при этом я еще 1,5 часа под дверью стоял. Все, никаких других контактов с Джулией Фишер у меня никогда не было. Говорила о вас как о близком друге. Ну, знаете, тут уже, наверное, не ко мне за комментариями надо обращаться. Я вот подчеркиваю, что я лично с ней общался, вот 3 или 4 минуты, и даже вот все наше общение полностью снято на видео, выложено в телеграм-канале. Поэтому, что она говорит, тут, знаете, это уже, наверное, не мне комментируется. Скажите, пожалуйста, во время следственных мероприятий как-то вами с представителями следствия обсуждается вопрос и судебная перспектива Софии Сапега и ее будущего? Во-первых, я скажу честно, то немногое, что я знаю о Софии, я знаю, что с ней все в порядке. Я знаю, что она участвует в следственных действиях. Ну, во-первых, опять же, я физически не могу знать, что происходит с ее делом. В тех вещах, где каким-то образом наши дела могут соприкасаться, там у меня, к сожалению, подписка, а не разглашение. Поэтому я тут не могу многое сказать. Скажите, а насколько интенсивно с вами проходят следственные действия? То есть, по вашим прогнозам, насколько вообще следствие может затянуться, досудебное следствие? Знаете, я впервые нахожусь в такой ситуации, я не могу делать прогнозы о том, как долго продлится следствие, как долго будут продолжаться следственные действия и так далее. Ну, я надеюсь, что как можно скорее. Но с вами часто следователи, скажем так, контактируют? Допросы часто проходят? Достаточно. Особенно сравнивая с тем, как там, остальных людей иногда, то есть там, когда следствие затягивается. У меня я могу сказать, что все, в принципе, идет весьма оперативно.
Почему завершение конференции вы решили сделать таким шуточным, с политической загадкой? В чем суть? Ну, знаете, мы начали с шутки о том, что Александр Григорьевич мне сломал нос. Я решил закончить все-таки шуткой для своих европейских коллег, тем более о европейском политике и политике двойных стандартов. Вопрос на размышление, раз уж вы закончили такой загадкой. Ваши мышления, ваши предположения, что будет дальше? С кем? Совсем. Вот как поняли вопрос, так и прокомментируйте. Знаете, если вы мне, наверное, дадите колоду Таро, тогда я вам смогу что-то рассказать. Во всех остальных случаях я тут даже не берусь С вашими предсказывать. коллегами, с вашим товарищем, коллегой Путила, например. Ну, у Степа свой путь. И наши пути, не знаю, к счастью или к сожалению, давно разошлись. А то, чем он сейчас занимается, там политикой, видеопродакшеном. Я в это лезть никогда не хотел. Опять же, я многого не могу рассказать. То есть я, если вам будет интересно, готов рассказать там другие подробности, в том числе, допустим, про многих бывших сотрудников, которые сейчас вообще вынуждены скрываться. Вот. От, соответственно, представителей польских спецслужб, я не знаю, или каких-то группировок, мне достоверно неизвестно. Но, опять же, как будет дальше, я думаю, что не знает никто. Сейчас тот факт, который можно констатировать, что сейчас в Беларуси все тихо и спокойно. И сейчас единственное давление, которое есть, это внешнее давление. У Маркова говорили, что через Путила шел все-таки такой достаточно увесистый объем финансирования, да, все-таки чьи это деньги были? Это не только же пожертвования, о которых вы говорите, каких-то анонимных олигархов, но какие-то централизованные, наверное, были сигналы. До сентября месяца я вас могу уверить о том, что действительно это был исключительно доход с рекламы. То есть исключительно доход с рекламы. Телеграм-канал Нехта был самым крупным каналом, лидер рынка. Стоимости рекламных позиций были соответствующие, и денег, которые каналы получали с рекламы, было более чем достаточно для того, чтобы жить и даже что-то откладывать. Ну а дальше? А дальше, опять же, я по сути в середине сентября уже ушел из проекта. И опять же, то есть я не знаю, как развивалось дальше, но я думаю, вы сами можете обратить внимание на одну очень интересную деталь, что примерно с сентября прошлого года в канале вообще перестала появляться реклама. При том, что редакция расширяется. То есть, насколько я знаю, там появились видеостудии и новые сотрудники, хотя там в определенный момент пошла большая текучка, но не суть. То есть в Польском доме офис, наверное, тоже не случайно. Но нет, как мы туда попали, в принципе, я имею в виду редакция случайно, на самом деле. Степан тогда просто искал место, и Зарымбек предложил и бесплатно. И Степан, естественно, это сразу понял. Вот. А так, да, я могу сказать, я почти уверен в том, что с сентября прошлого года пошли гранты. И более того, я знаю, что сейчас внутри коллектива напряженная обстановка, потому что многим участникам проекта задерживают по 2-3 месяца зарплаты. Вот. И текучка, опять же, там очень большая, но я думаю, что это тема для отдельного разговора. Роман, а есть ли у вас планы ходатайствовать об изменении меры пресечения вам? Знаете, я, во-первых, обвиняюсь по особо тяжким статьям. И я не думаю, что тут, в принципе, возможна мера пресечения в виде, допустим, домашнего ареста или чего-то подобного. Поэтому тут уже должно решать само следствие. Но, опять же, я подчеркну, что я сотрудничаю со следствием, я отвечаю на вопросы. Вот, поэтому тут уже, знаете, к сожалению, я уже ничего не решаю. Тут решает следственный орган. Особое внимание Протасевич заострил на экс-сотруднике экстремистского телеграм-канала Кристиане Шенкевиче. Он разругался со своими коллегами и сбежал в Латинскую Америку. При этом знает о делах своих бывших работодателей, видимо, слишком много, а настолько, что боится преследования польских спецслужб. Контекст далеко не оптимистичный. Если для зарубежной разведки человек перестает быть полезным, им легко можно пожертвовать. Когда разговор зашел о Тихановской, Протасевич отметил, сказать о ней как о политике нечего. Задают вектор направления люди из окружения, которые, в свою очередь, регулируются зарубежными спецслужбами. Даже если мы будем говорить про те же речи, и вот эти многочисленные визиты, я снимал один из таких визитов. С большего это просто короткие визиты вежливости, которые длятся иногда несколько минут.
А тиражируется это как какая-то серьезная встреча. И все, и поэтому тут на самом деле, то есть многие эти визиты это просто визиты вежливости, там не идет каких-либо серьезных обсуждений, просто обмен любезностями. Вот. Другой вопрос в том, что, конечно, люди, которые вокруг нее, это тоже опытные политики, и, естественно, они задают во многом вектор направления, они диктуют заявления. Я могу привести простой пример, опять же, вот когда я снимал в Афинах, там был один из моментов, когда тот же Вечерка подошел к Светлане с текстом на экране мобильного телефона, показал телефон и сказал: зачитай сейчас перед камерой. И она спросила, что, зачем, зачитай, все. И потом это видео появилось. Говоря о спецслужбах, вы имели в виду Кристиана? Не только. Да, но про Кристиана я бы, наверное, отдельно хотел сказать. Дело в том, что да, то есть этот человек, бывший сотрудник, он сбежал из проекта. Я точно не знаю всех обстоятельств, но, во-первых, он еще до этого, еще пока он был там, он писал о поступающих угрозах, он писал о том, что вот там начались какие-то разборки и так далее. Как вы думаете, то есть если человек сбегает в Латинскую Америку из Польши, то насколько серьезным эти могут быть там, подозрения в том, что действительно что-то с ним может случиться? Это первый момент. И опять же, я точно так же думаю, что на самом деле, как бы это смешно ни звучало, сейчас для Кристиана самое безопасное место здесь, в Беларуси. Потому что я практически уверен, что ему ничего не угрожает ни в плане уголовной ответственности, ни в плане каких-то там серьезных процессуальных действий, потому что, опять же, он даже, насколько я знаю, не был журналистом. Но, опять же, то есть эти угрозы поступают. Иногда я лично знаю примеры, когда Степан угрожал там даже своим знакомым, мол, не вернешь там майку или будешь на меня дальше вякать, мои ребята встретят тебя в твоем Вильнюсе в переулке. Я могу назвать имена, но, опять же, я не думаю, что в данной ситуации это уместно. Поэтому, опять же, то есть одна из бывших сотрудниц, все того же Нехта, она подала жалобу в один из контролирующих органов за то, что ей 3 месяца не выплачивали зарплату. И дело завертелось, потому что там зарплата наличными, никаких ведомостей, никакой регистрации, ничего. Но как вы думаете, был ли какой-то ход у этого дела? Вы сказали не только. Я понимаю, рифмуется очень хорошо одна фамилия, но... Нет, Антон здесь ни при чем. Так, ну а кроме Кристиана, можете назвать какие-то имена? Я думаю, что если эти люди захотят, они сами выступят. И я считаю, что сейчас для них будет отличная возможность приоткрыть немного правду о том, что происходит за кулисами. Потому что, опять же, как я уже говорил ранее, я там, не перекрашиваюсь, там, условно говоря, да, там, резко в другие политические цвета или что-то еще в таком духе. Просто дело в том, что я хочу показать, что с той стороны очень грязно. И честно, я и думал, как я уже ранее говорил, о том, что я вообще хотел уйти только в фотографии. Конечно, меня очень удивляет, мне давали почитать несколько раз, что пишут телеграм-каналы. Я очень удивлен, что после первого же моего заявления упоминания обо мне практически пропали. Хотя до этого, опять же, все так рьяно говорили о том, что вот, поддерживаем, все. Тут я просто резко взял и пропал. А ближайшие какие-то телодвижения в информационном плане относительно Беларуси? Но, опять же, я не могу знать точную стратегию. То, что я знаю точно, что действительно протесты закончились. И я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы они возобновились. Именно поэтому, опять же, то есть и был выбран такой метод давления, как санкции. Я сейчас не буду оценивать этическую сторону этого вопроса. Я предоставлю эту оценку тем людям, собственно, которые над этими санкциями работают и эти санкции принимают. Но, честно скажу, меня терзает один вопрос. 2. Во-первых, это люди. И во-вторых, даже если вот отбросить там экономический вопрос, ну, я имею в виду не экономический вопрос, а вопрос с людьми. Экономический вопрос. Если предприятия уйдут с западных рынков, они никогда больше туда не смогут вернуться, даже если власть сменится. И, простите, но это выстрел в ногу получается. Что касается, еще простите, что касается Азова, у меня 2 вопроса. Понимали ли вы, под какие знамена становитесь? И касательно чего? Касательно Азова. Понимали ли вы, под какие знамена становитесь? И есть ли все-таки на ваших руках кровь? Я скажу максимально кратко. Во-первых, я не принимал участие в боевых действиях, и я был просто фотографом. А все остальное – это материал следствия. Скажите, со стороны КГБ Беларуси есть ли вопросы вот по 2014 году и по Донбассу к вам, или речь идет только о протестных?
это материал дела, вы же понимаете. Роман, еще момент. Исходя из материала брифинга, да, уже как бы рисуется совершенно четкая картина, как был посажен самолет, как эта акция планировалась, и планировалась она не здесь, и режиссировалась она не изнутри Беларуси. Почему, как вы думаете, почему с вами так поступили? Кто с вами так поступил? Кто вас слил, в конце-то концов? Кто именно? Я сказать не могу. Я думаю, на этот вопрос сейчас мало кто может ответить, кроме самих этих Здесь людей. явно замешаны силы такого очень высокого порядка. Но опять же, все, что могу сказать, что единственное, я сообщал о своих передвижениях только очень ограниченному кругу лиц. Это вот рабочий чат, где, в общем-то, были там мои журналисты, но кроме них еще пара человек, в том числе из штаба Тихановской. И опять же, я заявлял о своих передвижениях во время вот официального визита Тихановской. И, соответственно, так как я там ехал в кортеже, то меня даже спрашивали, надолго ты, когда собираешься обратно и так далее. Вот. Ну и опять же, то есть в какой-то момент к тому же были слегка натянутые отношения. И я просто точно помню, как после того, как Навальный вернулся в Россию, собственно, все начали обсуждать, а что если кто-то из белорусских представителей так называемых демократических сил вернется в Беларусь? И это обсуждалось очень долго, думаю, вы помните, даже на 1 мая там были эти шутки. И я тоже думал, что это шутки. Оказалось, что не очень. Роман, а вы чувствуете себя в безопасности? Сейчас, пожалуй, будет самый неожиданный ответ. Сейчас место, в котором я постоянно нахожусь, для меня, как мне кажется, это самое безопасное место. Потому что я прекрасно понимаю, что, во-первых, опять же, многие уже наверняка считают меня предателем или еще каким-то, хотя я, опять же, я хочу еще раз подчеркнуть, что я никого не предавал. И это очевидно. И, и опять же, то есть с учетом вот этих кучек радикалов, может быть все что угодно. Это раз. И то есть, и опять же, там, и с украинской стороны, мало ли, могут быть какие-то претензии и так далее. Я скажу честно, что, наверное, даже если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту. Вот. И поэтому, ну, опять же, то есть, конечно, я нахожусь в СИЗО, но ко мне нормально обращаются. Как бы все хорошо, у меня нет никаких жалоб или претензий. С учетом того, особенно геополитического шторма, который разыгрался, что я честно скажу, очень смеялся, когда моим именем пытались продвинуть санкции Северного потока. Простите, где я? Ну вот, был обычный журналист. Где Северный поток? Что к чему? Я, если честно, сам уже иногда не понимаю, потому что все, что я понимаю, что я стал элементом очень большой политической игры. Западным и прибалтийским соседям Беларуси политика взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной сейчас невыгодна. Совсем наоборот. Даже Протасевич понимает, зачем и кому понадобилось разжигать войну против Беларуси. Как я уже говорил ранее, то есть вокруг Беларуси, естественно, продолжается негласная политическая война с представителями Польши и Литвы особенно. Естественно, то есть все они на перегонки пытаются использовать любой повод, потому что, опять же, поддержка Беларуси для них – это мощный стимул для развития внешней политики. Посмотрите, в принципе, вот господин Марков заявлял, посмотрите на ту же Литву. Это маленькая страна. Да, она красивая, но она бедная, она откровенно бедная. Я же пожил в Польше, а потом в Варшаве, потом я переехал в Вильнюс. Это откровенно бедная страна, но сейчас она позволяет себе заявления даже там по разрыву отношений с Китаем, там уже в адрес России начинаются претензии и так далее. И это яркое подтверждение того, что просто тема Беларуси наиболее выгодна той же Литве и Польше, которые зарабатывают на этом свои очки. Конечно, как зарабатывают отдельные политические силы, я знать не могу, но и какие они заявления делают, опять же, я, к сожалению, все-таки информационно отрезан от внешнего мира. Но из того, что я вижу, пусть это будет на их совести, не мне их судить. Как вы думаете, какой реакция будет после сегодняшней встречи? И мы сегодня видели, как коллеги вас поддерживали. Льстит ли вам такая поддержка? Касательно реакции, я, наверное, могу сказать так, и удивлюсь, если многие вещи, которые я говорил, вообще будут опубликованы. Потому что, в принципе, я заметил даже по реакции на свои выступления, даже после выхода интервью с Марком, что даже там кое-где в комментариях буквально людей банили за то, что они там сбрасывали ссылки на интервью или спрашивали, почему вы про Романа не пишете. Поэтому я удивлюсь, если многие вещи вообще, в принципе, будут опубликованы негосударственными медиа. Вот. И второй вопрос. Поддержка сегодня коллег, выступление
в вашу сторону поддержка, что вам не верят, что вы здесь добровольно? Знаете, я отвечу проще. Тут был полный зал. Сколько человек сказали, что они мне не верят? Может быть, вам хотелось бы что-то от себя сказать всем тем белорусам, которые были вовлечены во всю эту августовскую историю и до сих пор разгребают последствия? Я, наверное, тут хочу еще отметить еще один, вот вы затронули интересную тему. Я просто еще хотел рассказать, на самом деле, немного, может быть, я думаю, для многих это будет неожиданностью, вообще про то, как живут белорусские политэмигранты. Одно время, пока я жил в Вильнюсе, у меня был квартирный вопрос, и я на месяц заехал, есть такой вильнюсский отель, Луп называется, он находится прямо возле аэропорта. И вот там сейчас в основном живут, в принципе, вот те люди, которые якобы бежали по политическим мотивам. Я пообщался с ними. Ну, то есть я месяц жил в том же отеле, я там видел их каждый день, все. И знаете, меня очень сильно удивило, что многие на самом деле, я спрашиваю, почему ты уехал? У тебя уголовное дело, что ты еще... Мне штраф дали. Или ну, я отсидел 15 суток и решил уехать. Или меня вызвали свидетелем, и я уехал. И абсолютно большинству из этих людей никогда ничего не угрожало. И более того, то есть во многих ситуациях я могу сказать больше, что политическая обстановка в стране используется в том числе просто как прикрытие для того, чтобы был хоть какой-то легальный повод уехать. Просто, опять же, другой вопрос в том, что, особенно если говорить про ту же Литву, там в принципе работы немного. И не имея каких-то серьезных там специальностей или там какой-то специализации, ну, там в принципе очень тяжело жить. И на что рассчитывают люди, которые вот просто бегут и при этом прикрываются формальными причинами, я, честно говоря, не знаю. Вы говорили касательно того, что... и еще один важный момент, что самое интересное, во всех этих кругах происходит соответствующее брожение. Они все друг другу говорят, ты если вернешься, тебя обязательно посадят. И культивируется просто такой страх, хотя многим людям объективно не грозило вообще ничего. Нет, человек, который там посигналил где-то на акции, ему там дали штраф, он уехал из страны. Ну, извините, это просто смешно. И самое главное, что этот же человек ходит и меня посадят. Там, или там в массу других ситуаций. Никто никого не будет садить, если человек не совершал преступления, там реально не бросал коктейли там, или еще что-то. Это же абсолютно очевидно. И я знаю, что многие хотели бы вернуться, но они просто боятся. И в том числе вот этих слухов, которые массово тиражируются, причем естественным образом, что вот если мы вернемся, нас посадят. Это далеко не так. Опять же, то есть ситуация со мной понятна, но меня обвиняют в особо тяжких преступлениях, и я понимаю, почему я нахожусь здесь, имею в виду, почему я нахожусь под стражей и так далее. А что этим людям угрожает, я, к сожалению, никак не могу понять. И касательно белорусских событий, я знаю, что, опять же, и сотрудники правоохранительных органов продолжают искать людей, но только тех, которые реально совершали преступления. И опять же, то есть я видел тоже много о том, что вот там люди выходят там, и получают штрафы или там сутки. Господа, это правило игры. Если вы выходите на несанкционированную акцию, вы должны как бы это понимать. И вы должны понимать, что за это может быть какая-то ответственность. Конечно, я не спорю, что там могут быть и перегибы, причем с обеих сторон. Но в целом. И опять же, то есть я просто не совсем понимаю, что вы имеете в виду под словом «разгребают». Я имею в виду, что были, например, радикалы, которые знали свое дело и конкретные задачи выполняли, да? Но и были, к примеру, 16-летние парни, которые, начитавшись каналов, шли и швыряли молотов в ОМОН. Знаете, во-первых, я хочу сказать, что радикальных каналов было не так много. Я имею в виду тех, которые именно призывали к крови. И опять же, даже если посмотреть на них и вот сказать объективно и честно, то большинство из них это просто фрики. То есть, или какие-то мифические дни X, которые до сих пор там пропагандируются, той же Карач. Но это же откровенный бред. Откуда ему взяться? Даже если там подготовить 50 или 100 головорезов где-то за пределами страны, это просто пустит много крови, но не приведет ни к чему. И я просто, опять же, тут, понимаете, мне тяжело говорить что-то, потому что я являюсь, я
и публично признался в том, что действительно я прикладывал руку к организации массовых акций протеста и так далее, но я никогда не призывал ни к противостоянию, ни к каким-то радикальным вещам. И поэтому мне на самом деле очень тяжело оценивать такие действия. Ну, вы вообще вот личную ответственность какую-то чувствуете, что кого-то подтолкнули конкретным сроком, кого-то к суткам, кого-то к вынужденной эмиграции, да, кто-то там не может устроиться, как вы говорите, в Литве, кто-то в Польше сейчас. Вот личную ответственность за это как бы ощущаете хоть какую-то? Вот этим вот людям, что бы вы хотели сказать от себя лично? Знаете, мне тяжело прямо сейчас ответить на этот вопрос, но я могу смело сказать, что я помню эти пиковые моменты 9, 10, 11 августа и так далее. И я могу честно сказать, что во многих моментах мне было очень тяжело смотреть на то, что происходит. Мне было тяжело смотреть на пострадавших людей, на людей, которых позже приговорили там, к каким-то большим срокам и так далее. Тут важно понимать еще одну вещь. Да, я чувствую свою ответственность, безусловно. Но в то же время выходить или не выходить на протест и выходить на него мирно, либо выходить с камнем в руке, это личный выбор каждого. Вы общались с беженцами, можете сказать, в каких условиях они живут, я не знаю, в какой гостинице? Польские лагеря, может быть, видели, нет? Как вообще с ними обращаются, на каком счету? Я на самом деле, опять же, то есть я просто пожил с ним месяц, и я знаю, что у многих нет работы, они там ее достаточно долгое время пытаются найти, но естественно, то есть в той же Литве, допустим, для того, чтобы работать, нужно знание литовского языка. И литовский, я честно скажу, его так и не выучил, даже несмотря на то, что вот я жил с октября месяца в Вильнюсе. И там множество своих преград. А там, опять же, там небольшой рынок труда, и оттуда та же молодежь литовская, она массово уезжает там, в Германию, в Англию, во Францию и так далее. То есть, ситуация там на самом деле не очень. То есть, да, в Польше зачастую может быть получше. Но я могу просто привести в пример своих родителей, которые, отец и мать у меня, соответственно, военнослужащие, по сути, были. И, естественно, у них не было там никаких других специальностей. До момента моего задержания они работали, по сути, в аналоге местного Зеленстроя во Вроцлаве, при том, что отец у меня как бы военный пенсионер уже. Вот. Поэтому, естественно, да, если человек специалист там, супер высокого класса, то работу, простите, можно найти в любой стране мира. Но абсолютно многие приезжают, не зная ни языка, ничего, и они очень быстро разочаровываются в этом. И опять же, а сверху еще звучат вот эти страшилки. Если ты вернешься, тебя точно посадят. Вы, вспоминали. Вообще, что вы можете о ней сказать, о ее действиях? Знаете, это тот человек, который, в принципе, никогда не скрывал, что все, что его интересует, это финансировать. И по этой же причине она так много пыталась и выступать против штаба Тихановской, и там чуть ли не каждую неделю проводить импичменты. Она лично правда, под фейковыми аккаунтами бегала по чатам и рассказывала небылицы про своих оппонентов и так далее. Вот. И поэтому, то есть она лично сейчас, то, что она делает сейчас, она ездит по миру, по диаспорам, пытается встречаться с диаспорами и выторговывать у них себе какие-то деньги. И это, мне кажется, наиболее ярко говорит о том, что вообще сейчас происходит. Но это просто в продолжении темы о вот этой внутривидовой борьбе. Протасевич, как журналисту еще вопрос. Брифинг вроде бы хорошая такая форма для того, чтобы из первых уст услышать информацию по самым резонансным событиям последнего времени, в том числе и с вами пообщаться. Но не успел он начаться, уходят журналисты BBC. За ними потянулись послы, кто-то представители дипмиссии. Вот как вы оцениваете вообще это поведение? Или, может быть, это как раз отражение того, о чем говорили наши авиаторы, что никто просто не хочет общаться, никому даже не интересно разбираться в сути? Знаете, если бы, я скажу кратко, если бы в этот момент не выступали генералы, то я бы, наверное, спросил у них, куда же вы собираетесь, впереди все самое интересное. Осаножка, связана со штатом. Знаете, тут просто суть в том, что изначально, насколько я знаю, нет. Позже, да. И позже, то есть даже там девочка, которая сделала там множество скриншотов и так далее, она сейчас работает у Карыч, ведет у нее сайт. Вот. В остальном, я честно скажу, просто я всегда старался избегать темы финансирования, грантов и так далее. Я никогда в это не лез, потому что, на самом деле, это самая грязная вещь, в которую можно влезть. И я туда лезть не хочу и никогда не хотел.
Вот такие ответы прозвучали из уст Романа Протасевича, который еще раз подчеркнул, что сотрудничает со следствием и общается со СМИ абсолютно добровольно.